Place на экране. Всем привет! Сегодня у нас Nightwish Everdream Wacken 2013. Мы с этого концерта смотрели Wish I Had an Angel, Romanticide. С этого же концерта мы смотрели Ghost Love Score. Но мы смотрели его не у меня на канале, а смотрели на канале Дерека. Подписывайтесь на его канал No One Entertainment. Я был там в гостях. И суть в чем? Тот видос, на который мы делали с ним React, это все было на английском языке. И я обычно так не делаю, но я хочу у себя его тоже запилить, но, соответственно, это будет не первая реакция. Я просто хочу посмотреть повторно, там очень крутая концовка в треке, мне очень понравилась, поэтому я не обломаюсь посмотреть еще раз. Это не будет выдано за первую реакцию ни в коем случае. И, честно, там так и будет написано, либо просто реакция, либо not first time reaction, something kind of like this. Короче. Вот, и просто дело в том, что я хоть на русском смогу более красноречиво разобрать, что я там услышал, рассказать, расписать и так далее. Ну, плюс я буду очень рад послушать это еще раз. Там, вы можете посмотреть, не знаю, где-то в шортах там должно быть, это нарезка этого куска, как она в конце завывает, где непонятно, откуда у человека вообще столько воздуха может быть в легких, сколько она это пела, как это круто звучало и так далее. Короче, я сидел, ковырялся в этом концерте, ковырялся в комментариях и искал, что там мне еще с этого концерта нарекомендовали. Нашел несколько названий. Что было еще, я не помню. Отложил парочку и увидел Everdream. В одном комментарии меня привлекло то, что Everdream написан до Ghost Love Score. То есть в первую очередь человек написал его, а потом Ghost Love Score. И поэтому, то есть для человека этот трек еще круче оказался. И меня это заинтересовало. Давайте-ка посмотрим. Ну, если по такой логике рассуждать. Поэтому давайте посмотрим. Флор. Что-то качество картинки, к сожалению, только тут я нашел 720 всего лишь. Just once that all I need, and finding you one day. Ever felt away without me? My love, it lies so deep. Have a dream of me. Перехитрили. И я подумал, что вся песня будет лирика такая клавишная. А все-таки нет, всплыл Symphonic Metal. Класс. Очень нравится, мне уже неоднократно подмечаю вот этот цвет, а из-за спины барабанщика, когда показывают, так атмосферненько выглядит цвет. Раз звук есть? Да, есть. Сорян. So deep, have a dream of me. Вот этот цвет. Марко, добрый день. Еще раз хочу уточнить, она здесь новенькая, правильно? Ну, просто ведет себя она здесь, как у себя дома, если честно, абсолютно в своей тарелке.
So high. Марко, мое почтение. А он, то есть, тоже, да, могет прям завывать? Ничего себе. Я хотел еще сказать, у меня теперь из-за ассоциации с тем, что я делал реакцию у Дерека на канале на английском языке, и у меня мысли на английском, когда я смотрю Nightwish, вот этот концерт, у меня мысли на английском, и я начинаю, хочу по-английски что-то сказать. Очень высоко она, конечно, пела, но я сейчас не ожидал, что Марка также начнет заводить. А еще неоднократно заметил уже ни у одного человека в зале футболки Trivium. Видимо, на этом фесте Trivium еще выступал, если я все правильно понял. Потому что, ну, более одной футболки за несколько видосов разного внешнего вида, более одной футболки Trivium я увидел. Come out wherever you are, so lost in your sea. Give it for a touch. Oh, my taste, oh, my lust. Ever felt away with me? Just once that all I need. And try to find it one day. Ever felt away without me? Я слышал про такой термин, рассказали мне, как флоргазм. Применим ли он, когда Марко тоже помогает этого достичь? Это... Я не ожидал, я думал, он может... Ну, то есть я слышал, что он умеет петь, я знаю, что он умеет петь, я знаю, что он умеет с расщеплением таким, с хрипотцой. Ну, что он высоко так поет. Вы что мне не рассказывали? Я думал, он буквально в паре треках подпевает где-то что-то как-то. Я все... Дело в том, что Марко, чем он еще занимается в этом треке, а тем, что перебивает мои мысли по поводу Флоры. Я все хочу сказать, как она обалденно здесь поет. У меня начинают пробиваться мурашки, и тут на концовках ее партов уже второй раз начинает завывать он так, что добивает это еще сильнее. То есть она и так справляется, я бы как бы и без его этой части уже прямо, ну, обалдел от того, что слышу. Еще и он сверху, и он не, как сказать, он не выглядит как-то нисколько там, я слова не могу подобрать. Короче говоря, то, что я слышу в его исполнении, оно здесь очень гармонично встроено, и оно не выглядит несколько там хуже или ниже уровнем, чем ее исполнение. Это просто обалденные, как это называется, симбиоз. Как вписывается здесь его вокал.
Вот что вы со мной делаете? Дело в том, что я никогда не считал музыку, которая вот на стороне такого классического металля, все, я даже уже заговариваюсь, металла, как симфонический металл, как какой-нибудь, да даже вот элементарно black metal какой-нибудь, и что там еще у нас, какие были, я забыл, я даже и забыл. Ну, короче, вот то, что ближе к стороне такого классического металла, все, что в сторону каких-то оркестров, скрипок и так далее, я всегда считал это не своей музыкой и слушал это по минимуму, либо вообще не слушал. Поэтому я никогда не подумал бы, что мне будет так нравиться Nightwish. Вот. Я больше на стороне вот альтернативной какой-то музыки, new metal, рэпкор и т.д. и т.д. и т.д. Я, конечно, из той стороны, темной стороны, скажем так, металла. Я люблю некоторые группы, типа Moonspell, Dark Tranquillity, Dark Seed, Sundown, Fairy Tail Abuse, Блэкушник, по-моему. Что ж там еще было? Есть, короче, определенное количество таких. Вот Tiamat тот же, как-то я упоминал тут в реакции. Что ж там еще было? Ну, короче, не суть. Наверное, даже In Flames я когда-то слушал. Ну, Trivium, я считаю, что Trivium — это такой металл, который где-то посередине, вот я, то есть Trivium тоже сейчас упоминал, мне Trivium нравится, он посередине где-то как раз между вот миром современности, такого современного металла и классического металла. Тривиум где-то посередине, мне вот он тоже очень нравится. Но я никогда не подумал, что мне будет нравиться симфонический металл, хотя есть, наверное, несколько треков определенных групп, типа фолк-метал и так далее, которые мне тоже нравятся. Так вот, это обалденно, и я сейчас пытаюсь понять, возможно, дело в впечатлении, во впечатлении вот новизны, в том плане, что я вот узнал сейчас опять новый трек, и знаете, бывает у меня так с некоторыми группами, вот я слушаю трек какой-то обалденно, это круто, слушаешь следующий, такой, о, этот еще лучше, слушаешь следующий, этот еще лучше, а может быть просто каждый из них одинаково крут, но из-за того, что вот ты узнаешь его только что сейчас, для тебя это что-то новое, и тебе это кажется лучше. Вот мне сейчас на данный момент этот из того, что я послушал, кажется вообще самым крутым. И я тут согласен с тем, что я думаю, на студийке он бы не настолько мощное впечатление вызвал, как вот здесь, потому что видя, как, что она это вживую все поет, а что то, что делает Марко здесь, я вообще не ожидал. Это вот еще почему я рад, что выбрал этот трек, потому что тут для меня Марко открылся с еще более мощной стороны. И, как я слышал, он же вроде бы ушел из группы, да, вот теперь мне прямо жаль, что он ушел из группы. Кстати, он из группы ушел, а группа-то существует, исполняет, просто на замену кто-то пришел. Или как там у них дела обстоят, расскажите еще об этом. Короче, и для меня на данный момент, при том, что и Romanticide был обалденный, и Wish I Had an Angel, я его знаю 500 лет, мне очень нравится, крутой трек, и Ghost Love Score тоже был очень крут, особенно этот финальный парт в треке. Ну, вот этот мне сейчас, сейчас мне кажется, что это самое лучшее. Видимо, там что не трек, то... Ладно, напишите, что думаете по этому поводу. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, на Телеграм, на Twitch, на ВК. До следующих реакций и всем пока. Спасибо всем, кто здесь, кто